3 килограмма аудиофильского звука. Чем тяжелее ЦАП, звуковая карта, тем лучше он должен звучать. Так все говорят аудиофилы. Почему он столько много весит? Что там внутри? Давайте разберем и посмотрим. И самое главное узнаем, что это за такой волшебный аудиофильский ЦАП, который должен офигенно звучать. И за что его любят аудиофилы. Итак, смотрим на дизайн. Никаких дисплеев, только минимализм. Смотрите, коаксиальный, оптический, USB, тут все, что хотите есть. Единственные 3 кнопки. 3 кнопки и все, никаких дисплеев. А знаете, почему они не любят дисплей? Чтобы не было помех. Никакого регулятора громкости. Это все, короче, для слабаков. Жестко, конкретно. Прям, ну, дизайн, конечно, такой кирпичный. Так, давайте с обратной стороны посмотрим, что у нас есть. Выход RCA, выход RCA, RCA я называю. Дальше у нас 2 балансных, потом у нас коаксиальный есть вход, оптический вход, потом есть I2S вход. И еще диджитал какой-то там цифровой вход. USB у нас есть. Ну и, конечно же, у нас тут 230 вольт. Можно использовать 50 Гц. Это серьезный аппарат. Посмотрите, как отпечатки на нем хорошо оставляются. Его, когда украдут, его сразу потом можно будет найти по отпечаткам, если кто-то украл. Ну, смотрите, дизайн у него такой. О, видите, вот это 100% там тяжесть, трансформатор. Там огромный трансформатор внутри, потому что это серьезный ЦАП. Давайте взвесим его, сколько он весит. Ну, где-то килограмма по 3, 100%. Сейчас я скажу точно, потому что я не весы. Вот, 2,3 килограмма. 2,3 килограмма аудиофильского веса. И мы сейчас узнаем, почему он такой тяжелый. Хотя мне уже кажется, я знаю почему. Давайте сейчас разберемся. Это достаточно интересная такая штука, конечно. Пульт металлический. Весь металлический, тяжелый пульт. Кнопки громкости нафиг не нужны. Они не используются для красоты. И давайте посмотрим, какой пульт. 115 грамм пульт. Как стопка водки практически. Но это просто капец. В общем, они решили сделать все тяжелым и металлическим. Давайте посмотрим, какие там батарейки в пульте. Так, здесь у нас одна маленькая батарейка. И мы сейчас ее запихнем. Пусть будет. Эта штука такая интересная. Видите? Тупо маленькая 3-вольтовая батареечка. Запихнем в арта. Используем только в арту. Это аудиофильская, короче, батарейка. Ну, говорят, Duracell тоже неплохая. Так, давайте его сразу разберем. Не будем ничего делать. Сразу разберем, посмотрим, что там внутри. Потому что мне интересно, откуда там почти 3 килограмма живого веса. Что там такое? Они туда положили кирпич или они туда положили вставки какие-то? О, смотрите, откуда вес идет. Вы посмотрите на этот огромный трансформатор. Зачем нужен такой огромный трансформатор, знает только производитель и аудиофилы. Мы с вами понятия не имеем. Смотрите, конденсаторы. Ну, конечно, трансформатор линейный. То есть блок питания линейный, поэтому нужна куча конденсаторов, чтобы сделать идеальное напряжение. Потому что сейчас самое главное я покажу, почему. Видите, это резисторы. В обычных современных ЦАПах преобразованием цифры в аналог занимается готовая микросхема. Например, ESS или EKM. А в 2R2 вместо нее используется целая лестница очень точных резисторов. Каждый бит цифрового сигнала управляет своей частью этой лестницы. А на выходе этих уровней напрямую складывается аналоговый сигнал. То есть принцип преобразования здесь совсем другой. И вот за это любят аудиофилы, за вот эту магию. Этот ЦАП у нас построен на резисторах. И если хоть один резистор будет хоть на чуть-чуть номиналом отличаться от предыдущего, все, работа полетит дальше. Посмотрите, какие модные чипы. Аудиофильские чипы, вы посмотрите на них. Это просто капец. А конденсаторы какие? И обратите внимание, предохранитель не аудиофильский. Представляете? Предохранитель обычный, поэтому сразу поменяйте его на аудиофильский, если вы будете покупать это дело. Если вы аудиофил, конечно. А так, давайте посмотрим, что у нас еще. Так, давайте поближе конденсатор. Какой-то Music Coin какой-то там, не знаю, 25 вольт, 4700 микрофарад, куча целая. Что там у нас поближе? Так, у нас тут куча стабилизаторов. Ну, смотрите, у нас несколько питаний идет, куча стабилизаторов. И задача какая? Линейный блок питания должен идеально выдавать напряжение. Если будет хоть чуть-чуть напряжение прыгать, то вот эта вот резистивная матрица, она, короче, будет работать неправильно, и звук у нас будет ужасный. То есть, видите, здесь нету внутри такого ЦАПа. Здесь все у нас на резисторах. Вон вот эти микросхемки управляют этими резисторами. Понимаете, это старая школа, старые технологии. И вот за вот эти старые школы, конечно же, любят аудиофилы такие ЦАПы. Потому что здесь видно эти резисторы. Это не какая-то там мертвая микросхема. Его можно разобрать и пальчиком даже потрогать, понимаете? Но это еще не все. Здесь есть еще интересные режимы, про которые я вам немножко дальше расскажу. От этих режимов аудиофилы просто плачут. Посмотрите. Ну, с виду, в принципе, нормальная тема. Посмотрите, да? Все, плата
красивенькое, все четенько, красного цвета, и в принципе никаких вопросов нету. Сделано по-человечески. Очень хорошо сделано, все припаяно, хорошо, но его надо протестировать. Мы его разобрали, посмотрели. Вот Космос, АЦП Космос. Сейчас мы его подключим. Сначала подключим балансные выходы, посмотрим, как он у нас покажет на замерах. Потому что красота красотой, трансформатор тяжелый, это хорошо, а надо же посмотреть, как он будет работать. Правильно? Правильно. Через фигизатор, конечно же, мы это все подключаем, потому что по-другому у нас не получится. Версия 1.1. Так, и что нам нужно сделать? Нам нужно посмотреть, значит, смотрите, 4,4 ватта потребляет в выключенном положении. Он у вас жрет, даже когда выключенный. А давайте включим и посмотрим, сколько он потребляет, когда включен. А когда включен, он потребляет 4,7 ватта. Это настоящий аудиофильский. Видите, он жрет всегда. Так, архитектура R2R плюс DSD, презентационные резисторы 0005, подобранные вручную, генераторы, малошумящий источник питания, буфера, цифровая обработка. Вот какие характеристики. Частотная характеристика там 2020, 0002, коэффициент гармонических искажений. Посмотрите, сигнал шум 120, то есть характеристики прямо обалденные. Человек должен... Смотрите, плакать на эти характеристики. Но мы сейчас замерим и посмотрим, так ли это. Так ли это, и так смотрим. Что мы там видим? Лестницу гармоник каких-то мы видим. Надо поближе посмотреть, что мы там насмотрелись. Вот у нас идет гармоника, вторая, третья. Ну, в принципе, они все достаточно меньше 100 практически. То есть не критично. Вот. И сейчас мы сделаем замеры и посмотрим, что у нас там по этим гармоническим искажениям. АЧХ. Ну, прям как струна. Идеальная АЧХ. Вы посмотрите на эту красоту. Вот это да. Так, хорошо. Дальше. Уровень шума. Шума у нас нету никакого. Резисторы не шумят, бесшумные. Ну и гармонические искажения около минус 100 у нас. То есть, в принципе, как бы на слух это хорошо, но я видел ЦАПы и получше. Общие результаты. АЧХ идеально, уровень шума минус 123, динамический диапазон 119,3, гармонические искажения 0, 2,0, 367, гармонические искажения плюс шум минус 89,6, интермодуляционные искажения 0, 2,0, 438, хорошее взаимопроникновение каналов, прям отличное, минус 114,2, и интермодуляция на 10 кГц 0, 2,0, 310. То есть по характеристикам у нас все отлично, но поверьте, у меня, можете посмотреть, были ЦАПы, где было не 0,0367, а 0,0007. То есть, по характеристикам, конечно же, у нас в слышимый диапазон не попадают эти гармоники, но мы видим, что они здесь присутствуют. И, возможно, сама фишка этого, значит, ЦАПа в том, что там есть гармонические искажения, а не в том, что их нету. И сейчас самое главное, я вам покажу, за что этот, значит, ЦАП любят аудиофилы, точнее такого типа ЦАПа, не обязательно именно этот. Значит, что для этого надо сделать? Сломать себе всю голову и переключить его в новый режим. Видите, там есть ОС, есть NOS. Без фильтра, напрямую, вообще прямо идет, прям напрямую, прям практически без фильтра. И мы сейчас посмотрим, что это такое, и почему этот режим любят, и за ним плачут. И любой человек, который в этом режиме прослушал ЦАП, никогда не возвращается в предыдущий режим. Ну, по крайней мере, так говорят. Вот, гармонические искажения, в принципе, такие же самые. Но нас интересует другое, нас интересуют замеры, и мы посмотрим, за что этот режим без всяких фильтров, без ничего не вмешивается. Вот, смотрим, АЧХ у нас заваливается, начиная с 5 кГц. Значит, до 10 кГц на 0,5 заваливается, потом у нас она заваливается еще. И, то есть, видите, так плавный завал на высоких частотах. И почему-то за это обожают вот эту вот тему. Высокие такие становятся, знаете, такие мягкие. Уровень шума, ну, опять-таки, уровень шума 0. Нету шума, вообще тишина. И гармонические искажения минус 100 все, грубо говоря, то есть, опять-таки, их там нету. Но на слух мы это не услышим. И смотрим, значит, что у нас там по результатам. АЧХ у нас средняя, потому что идет завал. Уровень шума минус 121,1, отлично. Динамический диапазон минус 119,3, отлично. Гармонические искажения 0, 2,0, 477, очень хорошо. Гармоническое искажение плюс шум минус 87,7, хорошо. Интермодуляция искажения 0, 2,0, 165, отлично, отлично. Взаимопроникновение каналов минус 114,2, отлично. Интермодуляция 10 кГц 0, 2,0, 724, отлично. То есть, в принципе, система, как бы говорит, очень хорошо. Ну, что мы видим? Мы видим небольшой завал на высоких частотах, и, возможно, вот этот завал, он, кстати, ну, его просто не может не быть, потому что там нету никакого фильтра, оно валит как может. И валит туда не просто, а еще ультразвуком туда валит. Поэтому, честно говоря, если усилители, значит, класса А, например,
и использовать с ними такой ЦАП, то, возможно, он его не будет переваривать. А усилители, там, например, класса D, они вообще легко переваривают это дело, вот, либо ламповые. Ну, в общем, система такая. Вот этот вот настройку безфильтровую обожают аудиофилы, плачут за ней. Ну и, конечно, надо самому проверять, потому что тут скажешь? По замерам мы все видим, все четенько, что происходит. И теперь что мы делаем? Мы теперь переключаемся. Значит, инструкцию я потом покажу, как это все переключается. Здесь просто вырвем мозги называется. Значит, так, отключаем это дело, то есть оно нам не надо, мы делаем опять ровненькую АЧХ, и сейчас мы будем использовать что? Мы будем проверять еще дальше тестировать. Значит, это все дело мы выключаем через балансный выход и посмотрим через RCA. Я называю RCA, меня поправляют RCA, ну пусть будет RCA. Короче, подключим и посмотрим. Сейчас мы переподключаем это все дело и посмотрим, что у нас там будет. Насколько у нас будет разница между балансным выходом и небалансным. Сейчас мы это все быстренько подключим и посмотрим. Посмотрим результат. В принципе, мы можем использовать либо балансный, либо небалансный. Вместе их использоваться не рекомендуется. Ну, по крайней мере, производитель пишет либо то, либо то. Поэтому, если вы захотите два сразу использовать... Так, стоп. Что пошло не так? Чего-то не работает. Очень маленький низкий уровень, один канал вообще не работает. Я знаю почему. У нас сопротивление усилителя вот этого, оно, короче, не подходит под сопротивление нашего, короче, выходное сопротивление, не подходит под наш космос. И поэтому мы сделаем небольшой буфер. Сделаем небольшой буфер и через него подключим, иначе ничего у нас не получится замерить. Поэтому сейчас быстренько это дело через буфер включим, и тогда будет уже, сможем замерить наш выход. К сожалению, вот такая тема присутствует. Так, немножко, конечно, наш буфер внесет искажения, но мы так поправочку сделаем на глаз и, в принципе, посмотрим. Так, вот наш буфер, то есть мы согласуем сопротивление выходное нашего ЦАПа с входным нашего, короче, космоса, потому что у нас здесь они не подходят друг к другу. Не дружат, ну ничего, мы сейчас их подружим. Вот, видите, у нас сразу громкости стало нормально, потому что не задавил наш космос выход. Так, видите, по громкости нормально. И вторая немножко гармоника поднялась, чуть-чуть поднялась, но это уже вносит наш сам, короче, этот буфер. Ну ничего, мы сейчас это дело замеряем и посмотрим по результатам, что у нас через RCA будет. Струна, посмотри, я такую АЧХ обожаю, это моя любимая АЧХ. Это просто идеальная АЧХ. Дальше, значит, по шумам, ну, немножко там есть, но, в принципе, можно сказать, что шумов здесь нету. Это у нас немножко буфер вносит. Каждая система вносит искажения. Вопрос только, слышим мы или нет. Ну, видите, вторая гармоника немножко поднялась, но будем считать минус 100. То есть это она поднялась из-за буфера. То есть, в принципе, через RCA у нас получается то же самое, что и через балансный выход. Это хорошо. У нас получается все, в принципе, что так работает и хорошо. Не забывайте, одновременно использовать их не рекомендуется. А если не рекомендуется, значит нельзя. Ну, здесь все понятно. Отлично, все отлично. Уровень шума минус 18,3, динамический диапазон 114, гармонические искажения 0, 20729, немножко поднятые, но это из-за буфера, а так, такие же самые. Гармонические искажения плюс шум минус 81,4, интермодуляционные искажения 0,0744, взаимопроводение каналов чуть похуже, минус 92,3, но все равно это отлично. И интермодуляция 10 кГц 0,20590. То есть, в принципе, по характеристикам я бы сказал, что RCA, что балансный выход у нас, в принципе, все хорошо, все отлично, поэтому вопросов нету. Но у нас же еще есть оптический вход. Коаксиальный мы проверять не будем, потому что там однофигственно. Вот, сейчас подключим, значит, оптику и посмотрим, как оно по оптике работает. Оптика здесь до 192 даже работает, то есть, в принципе, круто. Вот, но мы проверим обычные 48 кГц, потому что дальше, если проверять на всех частотах, у нас не хватит даже 3 часов замеров. Подключаем это все дело через специальный переходничок и смотрим. Что мы смотрим? Мы смотрим результат. Сейчас, секундочку, я сейчас на место все поставлю. Защелкнем мы эти все штучки и будем мерять. Будем мерять так. Значит, переключаем на оптический. Вот мы переключились. Подаем сигнал. 48 кГц, 24 бита тестовый. И смотрим. И что мы видим? Сейчас мы что-то увидим, там, я не знаю, что мы там увидим, а мы видим, в принципе, что у нас по оптике то же самое, что и по USB. В принципе, разницы нету. Все, хорошо, оптический вход работает отлично. Здесь я не вижу никаких проблем. Конечно же, сейчас мы протестируем, потому что нам нужно знать точно, что происходит. Нажимаем на тест, тестируем
И сейчас посмотрим, что у нас там будет. Какой у нас там будет результат нашего теста. Так, сейчас, секундочку, пусть оно немножко там поработает. И сейчас мы увидим. Сейчас мы все это увидим. Итак, смотрим. Смотрим, начинаем с АЧХ. АЧХ у нас опять идеальная частотная характеристика, как струна. Шумов опять у нас нету. Там минус 150, там где-то гуляют, короче, эти шумы. Гармонические искажения такие же самые практически, как и через USB. То есть, в принципе, оптический вход у нас отлично работает, никаких вопросов нет. Общие результаты. Неравномерность АЧХ очень хорошо. Ну, я бы сказал, отлично. Уровень шума минус 128, отлично. Динамический диапазон 119, отлично. Гармонические искажения 0, 2, 341, это очень хорошо. Гармоническое искажение плюс шум минус 90, очень хорошо. Интермодуляционные искажения плюс шум 0, 0, 429, отлично. Взаимопроникновение каналов минус 113,7, супер отлично. Интермодуляция 10 кГц 0, 2, 307, отлично. И общая оценка у нас отлично. То есть разницы между USB и оптикой у нас практически нету. И как скажут аудиофилы, замеры, дай нам звук, дай нам звука. Вот вам, я сейчас включу песенку, и мы ее послушаем. Nobody ever asked me if I wanted to be born, if I wanted my first breath, if I wanted to see dawn. They gave me flesh, they gave me fear, then threw me to the fight. They said this world belongs to you, now make it through the night. No honest rules, no guarantees, no doors that lead you home. Each day becomes another hunt, and everyone's alone. I never asked to be alive, but now I'm here, I won't surrender. As long as I can breathe and rise, I'll stand my ground and face the Напишите в комментариях, сможете ли вы различить через YouTube какое-то, нравится ли вам это звучание. Но для тех, кто хочет в оригинале послушать, если вы не доверяете YouTube и правильно делаете, заходите на наш форум, по ссылке в описании есть кнопочка «Прослушать play». Вот. Нажимаете на кнопочку и в оригинале прослушайте оригинальный файл. Все. Ну, что можно сказать? В принципе, дизайн такой вырубан топором. Управление сложное. Вот, я вам дам инструкцию, как управлять этим всем самолетом. Сейчас, короче, я вам дам инструкцию, можете нажать на паузу, перечитать. То есть здесь все просто, если читаешь. И с 10-го раза обычно до меня дошло с 10-го раза. То есть, в принципе, не сложно. Могло быть и хуже. Но на самом деле такая запутанная система. Так, здесь по выходам все отлично, все хорошо. Единственное, что не путайте здесь с HDMI, вот этот вот I2S, это не HDMI вообще. И не лезьте туда. А так, в принципе, все нормально, все работает хорошо. Так, чисто для любителей вот такого типа ЦАПов, когда вы не любите, когда там стоят какие-то микросхемы, а вы хотите там увидеть живые, настоящие, супер модные, подобранные вручную, значит, женщинами, девственницами на заводе Китая в полнолуние, то, конечно же, этот ЦАП для вас будет очень хороший и будет звучать отлично. Если сравнить с другими ЦАПами, да, то характеристики, в принципе, у него, скажем так, не самые лучшие, но иногда я знаю людей, которые плевать хотели на характеристики, а хотят действительно аудиофильского звучания, настоящего, когда
ты это все можешь почувствовать. Ну, скажем так, здесь можно долго рассуждать. Если вам понравился этот ЦАП, вы можете купить его по ссылке в описании. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал Миринет, становитесь спонсорами. Всем всего доброго, до свидания.